Всем привет! В этом уроке сделаем массовую загрузку изображений в нашу идею, то есть какие-то связанные с этой идеей картинки, возможно, какие-то чертежи автора идеи, а также на страничке просмотра идеи добавим галерею для просмотра этих изображений. Что ж, давайте приступим. Так, нам потребуется в бэкэнде, в шеме призме задать поле у идеи, которое будет называться images. И это будет массив из строк. Вот, где каждый элемент массива — это некоторый public ID в нашем Cloudinary. Прогоняем миграцию. Генерируем и прогоняем. Так, add images to idea. Хорошо. Так, здорово. Ну, давайте сразу на бэкэнде наши дела сделаем. На бэкэнде у нас, значит, в Create Idea появляются новые инпуты, правильно? Так, да, и формат здесь будет следующий. Картинки. Это массив из обязательных строк, но он может быть и пустым. Если бы мы хотели не пустой массив, надо было бы дописать здесь, например, min1. Но мы разрешаем и пустой массив. Главное, что если в нем есть строки, то они не пустые, а какие-то нормальные. Хорошо. Здесь добавили. И в Update Idea надо тоже это поменять, но в Update Idea мы и так экстендимся от Create Idea, поэтому ничего там делать не надо. Отлично. Так, как будто бы бэкэнд даже готов. И мы можем начать создавать наш компонент для загрузки многих изображений. Создадим здесь файл, папку в компонентах, которая будет называться uploads to Cloudinary. И опять же index.ts и index.module.css. Хорошо, давайте сначала разберемся с нашим JS, TS. Код будет следующим. Почему? Это, секунду. Так, да, иногда вы можете такое заметить, что как будто весь код сломан. Это потому, что вы назвали файл не tsx, а ts. Ой, не tsx, а ts, да. Переименовываем в tsx. Теперь у нас здесь все хорошо. Так, нам понадобится тот же самый hook useUpload to Cloudinary, поэтому мы его отсюда экспортируем. Отлично. Экспортировали. Разбираем теперь то, что у нас есть здесь. У нас здесь вот такой компонент. Точно так же принимаем preset и type. Разница будет в том, что у нас теперь value — это не одна строка, а какой-то массив из строк. Дальше все очень похоже. Также есть input элемент, который будет триггерить загрузку на onChange. Разница в том, что мы его пометили как multiple. И теперь нам в браузере, когда мы будем выбирать наши файлы, разрешат выбрать сразу много. Хорошо. Что здесь будет происходить на onChange? Точно так же выставляем setLoading в true. И потом, если у нас выбрано какое-то количество файлов, то есть length больше нуля, и он вообще есть, и файл вообще есть, то тогда делаем следующее. У нас новое значение, мы просто копируем все элементы из старого значения. Потом мы вызываем промисы для всех наших файлов. И каждый промис — это загрузка на Cloudinary, которую мы получили из этого хука. Вот, когда эта загрузка произойдет, нам вернется public ID. И этот public ID мы просто пушнем в новое значение. Вот. И когда пройдут абсолютно все промисы, promise all, мы наше значение установим наше новое значение. То есть там раньше был, например, элемент из нуля, массив из нуля элементов, а станет там массив из двух, если мы загрузили 2. Если изначально был массив из двух, мы загрузили еще 3, в сумме станет массив из 5. Хорошо? Если вдруг произойдет какая-то ошибка, также выставляем ошибку. И по старой памяти стираем значение потом из нашего инпута элемента. Хорошо? То есть здесь, в принципе, все то же самое. Разница в том, что мы одновременно много файлов параллельно загружаем.
Глядим дальше. У нас здесь точно так же идет лейбл. Потом вот здесь у нас было превью, но поскольку у нас теперь много картинок, нам нужно превью сделать сразу нескольких картинок. Поэтому это теперь, если в value есть какая-то длина, выбираем, делаем div previews, и для каждого значения, где каждое значение это public ID, делаем следующий div. Preview place. И здесь главное, что есть сама картинка с этой, превьюшкой. И также кнопочка «Отдельно удалить именно эту картинку». То есть мы здесь берем кнопку с классом delete. Когда мы на нее кликаем, мы просто из нашего текущего значения находим то, которое надо удалить, отфильтровываем его, и получается то, что нам нужно. Все остальные значения, кроме этого. И эта кнопка должна выглядеть как иконка, которой у нас еще нет. У нас в иконка delete не задана. Вот, сейчас разберем и добавим эту иконку delete. Хорошо, то есть здесь просто массив из наших превьюшек, который можно удалять. И опять же кнопки. Но здесь будет у нас только одна кнопка. Если у нас еще ничего не загружено, тогда... наоборот, если что-то загружено, тогда кнопка «Загрузить еще». А если ничего не загружено, то кнопка просто «Загрузить». Вот, опять же, если есть ошибка, мы ее выводим. Так, пойдемте добавим нашу иконку. Так, можно было бы сходить, на сайт React Icons, найти подходящую, но вот мы ее нашли, она называется вот так. И мы ее именуем как нам удобно, будет нам удобно вот так. Все, теперь такая иконка нам разрешена. Но нам потребуются еще и стили. А стили мы, опять же, унаследуем из нашего предыдущего компонента. Так, момент. Вот, импортировали их, и сделали какие-то наши правки для превью. Хорошо. Это сделали. Теперь давайте это интегрируем в наш код. Так, uploads to Cloudinary. Нам нужна страничка создания идеи и страничка редактирования идеи. Так, уже initial values ругается, что мы здесь images не установили. По умолчанию пустой массив. И добавить сам input. Uploads to Cloudinary. Так, label images. Name images. Type image. Preset. Так, это вот у нас пресет, тот, который нам нужно показывать в превьюшках. Соответственно, и пресет мы назовем preview. И передаем формик. Хорошо. Так, и то же самое нам нужно добавить на страницу редактирования идеи. Так, добавляем сюда, импортируем. И initial values нужно пикнуть отсюда еще и images. Вот. Но на нас ругаются, что images здесь нет, потому что у нас update ID этого не возвращает. А надо, чтобы возвращала. Так, а почему она не возвращает? Момент. Это не в update ID попадает, это мы берем в get ID. Так, значит, get ID у нас этого не возвращает. Аватар, images. Обновим сервер TypeScript. Все. Так, должен image появиться. Это же автор. Извиняюсь. Вот здесь мы, видимо, не пикнули. Так, сейчас надо разобраться. Сырая идея. В ней у нас IDS likes, count и, по идее, все поля. Почему он тогда не видит? Edit idea page. Обновить. Все, у нас просто сервер TypeScript не был обновлен. У нас здесь изначально все-таки полная идея, и там все это было, и поэтому images он все-таки видит. Все нормально. Просто надо было обновить сервер TypeScript. Images здесь есть. Так, и там и тут добавили. Давайте посмотрим, что получилось. Появилась кнопка Upload. Нажимаем, загружаем 2 картинки. Теперь можно выбрать несколько. Происходит загрузка.
Загрузилось две картинки. Вот наша кнопка. Можем одну удалить. Можем взять и загрузить еще две. Угу. Сейчас надо убедиться, что они просто подставятся в конец массива. Да, отлично, они подставились. Ну все, задаем идею. Все, идея создана. Отлично. Ну, давайте сходим, проверим, что у нас редактирование идеи работает. Все картинки здесь загружены. Можем вот лишнее удалить. Загрузить еще одну. Угу. И сделать апдейт идеи. Отлично. Так, при редактировании все сохранилось. Здорово. Так, нам остается, по идее, добавить просто галерею на страницу идеи, но я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на это. У нас получается, что перед загрузкой каждой из выбранных нами картинок мы отправляем 2 раза запрос на prepare Cloudinary upload. А как мы можем видеть, у нас этот prepare Cloudinary upload достаточно универсальный. И на самом деле нам достаточно перед загрузкой вызвать его только один раз и получить нашу ссылку для загрузки изображений. И после этого мы по этой ссылке можем загружать множество раз разные изображения, но с предзаданным, да, там, трансформейшном, иджером и фолдером. Вот, давайте сделаем эту штуку. И еще важно отметить, что вот эти вот signed URL, они протухают. И, соответственно, если... Ну, это не важно, мы же его в сам момент загрузки используем. Главное, чтобы слишком много раз этот URL не дергать для подготовки. Один раз получить и всегда его использовать. Давайте немножко модифицируем наш хук для загрузки изображений. Так, use upload to Cloudinary. Вот поработаем с вот этой функцией. Добавим следующий код. Так, в самом хуке, когда мы еще только задаем нашу функцию upload to Cloudinary, сделаем следующее. Так, нам потребуется React useCallback и лодашевский memoiz. Угу, хорошо. Так, и еще нам ругаются, что мы не все сюда передали, но нам так и надо. Ладно, сейчас применим эту функцию, где она нужна, и разберем ее. Так, а нужна она нам вот здесь, за место того, что было. То есть вот это нам больше не понадобится, а нам понадобится вот это. Как это будет работать? То есть когда мы задаем useCallback, это значит, что в итоге нам вернется, ну, сама вот эта вот функция. То есть можно сначала без бимойза разобрать. То есть делаем вот так. Ага. Вот. И нам просто в getPreparedData просто вернется эта функция. Вся разница в том, что эта функция у нас будет какой-то другой, только если поменяется тип. Если поменяется тип, мы перегенерируем эту функцию, а иначе она останется такой же, как и была. Вот. Внутри этой функции мы просто кинем запрос в наш endpoint и вернем этот prepared data. Вот. Соответственно, когда мы юзаем getPreparedData, preparedData попадет вот сюда. Для чего нам здесь memoiz? Мы хотим, чтобы когда мы вызывали эту функцию getPreparedData, если мы уже получили какое-то ее значение, еще не прошло много времени, то мы его просто переиспользуем и не будем кидать еще раз этот запрос. Поэтому в memoiz вторым аргументом мы передаем функцию, которая определяет, когда нам нужно забыть, скажем так, return значение этой функции и запросить эту функцию еще раз. Сюда она должна возвращать нечто, что, если является таким же, каким уже было, то используем старое значение. Если она возвращает то, чего еще не было, в рамках ее возвращений, то надо перезапрашивать эту функцию. Мы сюда передаем по факту строку, потому что JSON Stringify, которая берется, исходя из типа нашего аплода, и берем просто текущее количество минут. Вот. И, соответственно, эта функция у нас в течение 1 минуты будет помнить, что она возвращала. Потом она будет забывать и перезапрашивать снова. Хорошо. И давайте проверим, как это работает теперь.
Так, допустим, сотрем все наши изображения. Смотрите, я выбираю два изображения, а по идее запрос в бэкэнд на prepare Cloudinary Upload должен быть один. Все, мы видим, что это один на input, один на output. И наши изображения загрузились. Вот тем самым мы немножко оптимизировали нагрузку на наш бэкэнд. Хорошо. Так, и нам остается только добавить галерею изображений в наш фронтенд. Для этого давайте используем библиотечку PNP v-install React Image Gallery. А также нам понадобятся ее типы. Дожидаемся загрузки. Так, и устанавливаем типы. Хорошо, у этой галереи есть некоторые стили, которые нам нужно к себе импортировать. Импортируем. Да, они есть, хорошо. Так, теперь давайте подставлять нашу галерею на страницу нашей идеи. Так, идем во View Idea Page. И я думаю, над текстом вставим эту галерею. Нужно импортировать. Сейчас все импортируем и разберем. Так, и нам нужна сама Image Gallery. Ага. Так, ну и сразу же нам здесь тоже понадобятся некоторые стили. Их тоже добавим. У нас над текстом. Вот так вот. Маргин сверху и снизу добавим. Хорошо. Что он ругаться стал? Это ESLint тупит. Так, где теперь наша галерея? Вот наша галерея. Давайте ее разберем. В идее может быть images пустым объектом. Если он будет пустой, галереи не будет. А если он не пустой, этот массив, то будет галерея. Здесь мы вызываем Image Gallery, которую мы импортировали из нашей либо. И можно почитать ее документацию, но она принимает некоторые параметры. Вот, то есть там можно сделать автоплей, и для этого у них есть специальная кнопочка. Я не хочу ее видеть. Там можно сделать кнопку, которая позволяет сделать фоллскрин. Допустим, я не хочу ее тоже видеть, но самое интересное — это массив из ее айтемов, из чего состоит галерея. Мы берем наш массив Images, проходимся по каждой картинке, где, напоминаю, каждая картинка — это Public ID Cloudinary. А возвращаем из каждой идеи, из каждой картинки объект. То есть items — это массив из объектов, у которых есть original и thumbnail. Original — это то, что мы видим, когда у нас картинка открыта, и поэтому пресет мы выбираем large. А thumbnail — это маленькая превьюшка, которые все видны всегда сразу. Вот, и мы берем для той же картинки, но пресет уже превью. Хорошо, это добавили. Давайте посмотрим, как это выглядит в браузере. Так, вот у нас есть эта идея ААА. Заходим сюда. Ну и вот такая у нас галерея. Вот наши превьюшки, вот сама галерея. Она там сама меняет высоту. Там настроек множество, можно с этим поиграться. Посмотрим на идею без картинок. Все, а здесь галереи нет. А здесь галерея есть. Что ж, с массовой загрузкой картинок разобрались и даже добавили галерею. Всех благодарю. Можем двигаться дальше.